Mortal Kombat никогда не представлял себя нечто высокое или глубокое в плане проработки героев, посыла и сюжета. Эта игра всегда была незамысловатым файтингом для простых, веселых посиделок с друзьями. И раньше я думал так же, пока не перепрошел сюжетный режим Mortal Kombat Deception, после которого я понял, что сценарно он содержит в себе весьма глубокую историю, имеющую очень интересный и важный посыл, который может буквально изменить вашу жизнь к лучшему. И сегодня я, Нинаш, расскажу вам о глубоком смысле Mortal Kombat Deception, о смысле, который мало кто заметил. Сюжет этой игры начинается за много лет до событий первой части. Основа повествования строится вокруг истории одного простого парнишки под именем Шуджинка. Этот сорванец живет в обычной деревне, где занимается своими излюбленными боевыми искусствами, в надежде однажды оказаться на турнире Mortal Kombat, чтобы одолеть Горо и Шанг Цунга и тем самым спасти свое земное царство от тирании внешнего мира. Все это можно понять по этому моменту, где Шуджинка участвует в ребяческой сценке, разыгрывающую турнирный поединок между Великим Кунг Лао и Горо. Shang Tsung, I will win the Mortal Kombat tournament and free Earthrealm from your tyranny. Is that so? Then it seems I will need a stronger opponent to defeat the great Kung Lao. Goro, fight! Его желание отправиться на турнир объясняется также его гордыней, что будет влиять на его решение и в дальнейшем. После наш герой отправляется на тренировку к своему учителю Бо Райчо. Пройдя пару занятий, он, вознамерившись уйти с деревни ради поиска приключений, сталкивается со своим мастером, запрещающим ему уходить, пока тот не докажет, что готов справиться с трудностями, скрывающимися за воротами деревушки. Шуджи слушается и, разочаровавшись, уходит. Но после появляется некая оранжевая сфера, что называет себя Дамаши, посланником старших богов, который явился перед Шуджинка, дабы сообщить ему, что старшим божествам для спасения миров нужен избранный чемпион для поиска 6 мощных артефактов под названием Камидогу. Дамаши разжигает гордыню внутри мальца, говоря, что он станет настоящим героем. А если Шуджинка откажется стать чемпионом старших богов, то посланник найдет другого, возможно, одного из друзей Шуджи. Это задевает гордыню мальца, поэтому он соглашается принять на себя это бремя. What if I refuse? Then I will find another. One of your friends, perhaps. The one who pretends to be Shang Tsung. No, not him. I will be your champion. What must I do? Узнав, что Шуджинка не может уйти из деревни, Дамаши дарует сорванцу способность копировать боевые стили бойцов. После, благодаря этому дару, он побеждает своего учителя и отправляется в приключения. Во время своего долголетнего квеста он продолжает заниматься своим любимым делом – боевым искусством. Встречая на своем пути различных бойцов, он обучается у них их боевым стилям боя и даже порой обучает их самих, параллельно разыскивая те самые Камидогу для спасения всех миров. Ради квеста Шуджинка пришлось пожертвовать многим. К примеру, во время своих странствий у него появилась возможность представлять земное царство на турнире Mortal Kombat, о чем он мечтал еще с детства. Еще юнцом он горел мечтой о свержении Шанг Цунга и внешнемирской тирании. Попасть на этот турнир, как вы уже догадались, он так и не сумел. Его ведь нет в первом МК. Хотя того же Кенши тоже там нет, но Deception уверяет, что он все же смог туда отправиться. Вместо отправки на турнир, Дамаши приказал Шуджинка отправиться в ад и набраться там зла, чтобы тот мог путешествовать между мирами и искать в них Камидогу. «Сейчас ты должен исполнить свою судьбу», заявляет посланник старших богов. Ведь Шуджинка еще в начале своего пути для себя выбрал такую судьбу. Шуджи поступил со своей древней мечтой об участии в турнире. И все, дабы найти все Камидогу. Спустя множество лет, когда Шуджинка становится уже стариком и находит все 6 артефактов, он узнает, что все это время его обманывали. Не зря же эта часть Mortal Kombat называется Deception, то есть обман. Он никогда не был избранником старших богов, а Дамаши никогда не был их посланником. Он являлся проекцией злого короля драконов Анари.
Анаги, планирующего с помощью найденных Шуджинка Камидогу получить безграничную власть и объединить все миры в свою единую империю. Shujinko, please save me. Oh, you fool. Damashi does not exist. The avatar you see before you is merely a projection of my consciousness. I manipulated this astral puppet from beyond the boundaries of death, and in turn, manipulated you. Гордыня и жажда к приключениям затмили бдительность Шуджинка и позволили Анаги получить свое. Думая, что он сражается за правое дело, он, как оказалось, работал на злодея. I have been a fool. Blinded by the lure of adventure, I have endangered the realms and betrayed the elder gods. The blame is mine alone. What have I done? Наш протагонист понимает, что всю свою жизнь он прожил во лжи, ради которой он так старался и выкладывался. Ради нее ему даже пришлось отпустить свою давнюю мечту одолеть Шенга на турнире. Вся его жизнь была одним большим обманом, что не имело никакого хорошего смысла. Но на самом же деле это не совсем так. Да, часть своей жизни он просрал на то дело, в которое верил, но которое не оправдалось. Но другую часть жизни он потратил на то, что следовал за ним весь квест. Это было то, что было до Дамаши. Это было то, в чем был уверен Шуджинка. Это было то, что он любил. И это боевые искусства. Он ими обучался еще до объявления Дамаши. Он этим продолжил заниматься во время квеста. При этом Анага посодействовал его обучению, даровав Шуджинка силу копировать боевые стили людей, тем самым упростив ему обучение его любимым ремеслом, что в конечном итоге сыграет против самого короля драконов. Осознав свою ошибку, старый мастер боевых искусств спустя какое-то время сталкивается с Анагой в битве на арене, где расположены Камидогу, живые символы его потраченной зря части жизни. Во время битвы можно их разрушить, ударяя по ним, ослабив этим зеленого здоровяка. В своей концовке Шуджинка упоминает, что уничтожил эти древние артефакты. Другими словами, он уничтожает символы потраченной зря части своей жизни с помощью боевых искусств, символом той части жизни, представляющей его любимое дело. Этим действием доказывая, что несмотря на допущенную ошибку в выборе одного из оснований своего жизненного пути, он смог справиться с этим благодаря боевым искусствам, другой важной части его жизни, что нравилось и сопутствовало ему все время. Можно даже сказать, что этим он также расправляется со своей гордыней, ведь получается, что он разрушает результаты всей его жизни, то есть предметы для гордости. После Шуджинка одерживает победу над Анагой с помощью как раз таки боевых искусств, окончательно доказывая, что другую часть жизни он потратил не зря и становится тем самым героем, которым он и хотел стать еще в начале истории. Сюжет Mortal Kombat Deception учит людей всегда заниматься тем, что ты точно любишь, даже когда один из твоих векторов жизни направлен на то, что в конечном итоге может привести тебя к негативным результатам. Для примера возьмем меня. Я поступил в университет на историка, чтобы в дальнейшем работать гидом. Я стараюсь учиться, я стараюсь получать новые навыки, но я не уверен, понравится ли мне эта работа. Может быть, мне не подойдет эта должность, и я не буду на ней работать. Что сделает мое 4-летнее обучение бессмысленным? Конечно, не полностью, но все же. Это скользкий и мутный путь, который мне проходить не очень нравится. Поэтому, как и Шуджинка, я совмещаю этот спорный жизненный путь с другим жизненным путем, который приносит мне удовольствие и который вы сейчас можете лицезреть на своих экранах. И это мое творчество на ютубе. Единственное отличие Шуджинка от меня в этом вопросе заключается в том, что он, в свою очередь, был уверен во всех своих жизненных направлениях. И даже в том случае, когда вы уверены в своем выборе, нужно все тщательно взвешивать, чтобы если ваш жизненный путь прогорел, вы не так сильно сожалели о ранее принятом вами решении. В серии есть один желтый ниндзя, который также верил в правильность выбора своего жизненного пути. И после убийства одного некроманта негативные отголоски этого давали о себе знать. Но почему тогда этот глубокий смысл мало кто заметил?
Дело в том, что он хорошо виден на бумаге, как сценарий, но в самой игре создатели не так сильно раскрыли эту идею, как могли бы. Это печально, но этот смысл можно разглядеть в Mortal Kombat Deception, в одной из лучших частей МК. Mortal Kombat Deception — это игра о человеке, что в юношестве сделал неправильный выбор жизненного пути, который предопределил его судьбу. И в конечном итоге он смог исправить свою оплошность. Он не только исполнил свою мечту, по которой он хотел стать героем, освободившим свой мир от тирании злодеев, но он даже сумел прыгнуть выше своей мечты и стать спасителем не только своего мира, но и всех других миров. И сделал он это благодаря тому, что он преодолел свою гордыню и посвятил другую часть своей жизни любимому делу – боевым искусствам. Такова жизнь старого дурака. Такова жизнь мудрого мастера. Такова история Шуджинка.